Друзья, привет! С вами Тарас Поздний. Я люблю горы, особенно люблю высокие горы. Я уже был на Эвересте и еще в 3 экспедициях на 8000-нике. Об этом вы можете посмотреть видео у меня на канале, а сегодня же мы решили снять более полезное, более прикладное видео о том, какое снаряжение брать в поход по зимним Карпатам. Сразу хочу предупредить, что этот список снаряжения ориентирован в первую очередь на клиентов кулуара. Это подразумевает, что все общественное снаряжение, такое как горелки, снежные лопаты и прочее, уже будет у гида. Сегодня мы поговорим именно о личном снаряжении, которое должно быть у каждого из участников. В подобных видео в качестве эксперта будут выступать гиды кулуара. Сегодня с нами Коля Сакович, лучший гид кулуара по выбору участников 2018 года. Он будет меня одевать и на мне покажет все снаряжение, которое необходимо взять с собой в поход. Сразу попрошу вас оставлять комментарии и пишите в них какие-то свои лайфхаки, свои пожелания, может замечания, потому что список снаряжения он личный, он отличается от опыта, и мы просто подобрали один усредненный, который мы считаем оптимальным. Коля, привет! Расскажи для начала об особенностях зимних походов по Карпатам. Приветствую всех! Хочу сказать, что правильно подобранное снаряжение напрямую влияет на успешность прохождения маршрута в зимних горах, а также оно влияет на комфорт, с которым участники пройдут этот маршрут, и на безопасность этого маршрута. Чем отличаются зимние походы от летних в первую очередь? Дело в том, что в зимнем походе у вас довольно контрастный температурный режим. Вам может быть как жарко, так и холодно, причем довольно с небольшим промежутком по времени. Жарко вам может быть в зоне леса на подъеме, а холодно, когда вы выйдете на безлесый хребет, и там вас может встретить холодный ветер, там вас может встретить буквально пурга, низкая температура. То есть получается, надо постоянно менять свою одежду, свое снаряжение, чтобы и не вспотеть, и не простыть в то же время, так? Да, говорят, что туризм это непрерывный процесс одевания и раздевания. Вот, и надо делать это правильно. От того, насколько правильно вы подберете снаряжение, будет зависеть то, насколько вам комфортно будет идти зимой. Хорошо, начнем с головы, давай, да? Да, конечно. Первой деталью снаряжения есть баф. Есть два типа бафов. Есть более холодный баф, есть зимний баф. Соответственно, мы можем их одевать в разных условиях погодных. Когда мы идем в лесу или просто идем безветренную погоду, нам жарко, мы надеваем баф довольно легкий. Тот, который на мне сейчас, например, надет. Я знаю, что есть 12 способов, как одевать баф, но мы их не будем все рассматривать. Вот, одел и заправил, все, есть у меня легкая такая шапочка, да. Если, допустим, холодает, что мы делаем? Если вы поднялись чуть повыше, если вам довольно холодно, либо у вас продувает шею, можно надеть этот баф на шею, более теплый, вот, либо одеть его на голову вместо шапки. Тоже довольно удобно. Я тогда могу сделать просто спустить легкий баф на шею, он будет в роли шарфа, а теплый уже надеть себе как шапку, да? Да, их можно комбинировать в разных вариантах. Сразу стало тепло и удобно. Теплее, в уши не дует, довольно хорошо. Вот. Но дело в том, что в бафе ходить не всегда комфортно, может кто-то любит более легкие варианты. Вот, например, такая шапка. Это как альтернатива можно рассматривать, да. Просто. Но на самом деле лучше брать эту шапку, чем баф, чем два бафа вместе. Ого. Когда на мне надет баф и шея у меня закрыта подверх курточкой, и, соответственно, у меня есть еще и борода, мне любые погодные условия практически комфортны. Если, естественно, очень сильно не продувает на открытом хребте. Поэтому я могу вот этот вот баф не брать. Я могу просто спустить вот этот более легкий баф на шею, как сейчас у Тараса, вот, а этот баф оставить дома. А на голову... Ну, я всегда беру и зимние, и летние, между прочим. Кому как. А на голову шапка можно вот надеть эта. шапку, да. Она Эта очень шапка теплая тоже. Довольно теплая, да, есть шапка потеплее. Соответственно, о двух температурных режимах и о двух условиях, где используются эти шапки. Вот. Эта шапка может использоваться, когда вы идете. Непальская шапка. И ветер дует не сильно, либо ветер дует, но можно одеть капюшон сверху. Вот. В ней менее жарко, в ней есть отверстие специальное под уши.
чтобы было лучше слышно. Вот. В этой шапке слышно хуже, но тем не менее ветер вам не задувает абсолютно ни в уши, никуда. В этой шапке вы себя чувствуете очень комфортно, даже в самые сложные погоды. Ну это же виндстоперная, она должна держать. Да, она должна не продуваться, но все-таки она более легкая, чувствуется Да. на голове. Вот. Она удобная, она классная. А балаклава зачем? А балаклава это когда совсем все весело, когда практически ничего не видно, когда идет пурга. Вот, вы двигаетесь в очень сложных условиях, вот, и чтобы вы не получили обморожение, что важно, вот, у вас все части лица, все части тела и лица в том числе должны быть защищены. То есть если у вас открыты щеки, у вас открыт нос, он может обветриться и он может поморозиться. Вот это очень важно, когда температура порядка там минус 15, минус 18, а бывает и ниже. Вот, тогда обязательно вы должны следить друг за другом, чтобы не появлялись белые пятна, это первые признаки обморожения. Вот. И в этом вам очень поможет вот такая Очки балаклава. есть какие-то? Оп, прилетели. Это такие полуочки, полумаска, они максимально полно закрывают лицо, вот, и минимизируют риск от того, что оно обветрится, либо будет переохлаждение. Но запотевает у меня Да, на есть самом тот деле. нюанс. Я балаклаву с собой не беру, потому что людям, у которых борода, оно будет очень некомфортно. Поэтому я обхожусь одной шапкой, одной запасной шапкой, что важно, и одевался. Был случай, когда у меня шапка просто улетела, ее сорвало с головы. Поэтому у меня всегда есть в кармане вторая шапка запасная. Вот, например, почему нужно две шапки. В этой шапке вы идете, это у вас в кармане, либо где-то рядом, в клапане рюкзака, например, либо наоборот. Вам холодно, сильный ветер, вы идете в этой шапке, но эта шапка всегда рядом. Вот. Ну то есть балаклаву это так, рекомендуем перестраховаться. Балаклаву я очень рекомендую тем, у кого нету бороды, соответственно, девушкам в сложных погодных условиях. Я бы вот, короче, брал бы два бафа. Один так одевал бы, второй так. И шапку как запасную. И в принципе лично мне такого комплекта всегда хватает. Еще иногда, когда я иду в бафе, но начинает холодать, и потом довольно резко начинается ветер, я просто беру одну шапку, надеваю сверху на баф, вот, и мне довольно комфортно. А это до сих пор лежит в рюкзаке, как заначка. Вот, причем она должна лежать в пакетике таком, чтобы желательно, чтобы она не намокла, потому что может быть всякое. Продолжаем по списку снаряжения. Первое, что на вас должно быть одето после нижнего белья, это термобелье. Вот, термобелье обычно используется в двух комплектах. Первый комплект это ходовой комплект, в котором вы постоянно идете по маршруту. И второй комплект это более теплый комплект, который у вас должен всегда оставаться сухим. Это термобелье, которое вы одеваете уже в спальне. Либо когда вы переодеваетесь, если вы вдруг, не дай бог, намокли. Вот. Если вы используете термобелье более теплое на маршруте, когда вы идете, дело в том, что вы должны понимать, что если вы спотеете зимой, это довольно плохо. А что делать, если я начал идти и понял, что мне жарко, потею? Надо сразу расстегиваться, надо сразу раздеваться, надо останавливаться и одеваться в более комфортную одежду, которая более соответствует. У меня, кстати, вот есть такая небольшая рекомендация, что перед выходом вам должно быть немножко прохладно. Тогда во время движения, в принципе, вам будет комфортно. А если вам комфортно, а вы еще не начали движение, тогда вам 100% будет жарко. Абсолютно правильно. Я часто так делаю, что мы выходим налегке, раздеваемся, вся группа раздета, и потом сразу выходим. Когда мы начинаем либо подниматься, либо просто активно продолжать движение, мы греемся и нам довольно хорошо. Вот, значит, по термобелью. Вот это термобелье, оно, хотя и выглядит довольно тонким, тем не менее оно очень хорошо справляется с функцией обогрева. Это шерстяное, да? Да, это из шерсти мериноса. Оно сделано, вот, и оно очень хорошо отводит влагу. Кто такие мериносы? Овечки в Исландии бегают, да. Естественно, да. Дело в том, что это особая порода овец, вот, из которых очень хорошая шерсть. Она очень подходит для того, чтобы делать из нее одежду. Ты какое пассивное используешь? Это активное. Это активное. Да, это активное. А пассивное термобелье... А почему активное из шерсти мериноса? Дело в том, что шерсть мериноса обладает очень многими довольно-таки хорошими свойствами. Во-первых, это хороший отвод влаги, во-вторых, она не заванивается, и в-третьих, это просто приятно для тела.
Вот. В зависимости от того, как вы ее используете, она будет вам служить довольно долго, вот, и будет приносить только приятные эмоции. Просто я вот из шерсти использую как пассивное термобелье, одеваю в него уже когда пришел в лагерь. А как активно я использую тот же X-Bionic компрессионное. В нем очень комфортно и дольше 7-8 часов находиться фактически нереально, потому что все начинает чесаться и зудеть. Но зато, блин, оно сохнет очень быстро и даже, мне кажется, помогает мне ноги переставлять немножко. Дело в том, что в выборе термобелья вы руководствуетесь тем, что именно вам комфортно. Вот. Для меня комфортно именно такой вариант. Вот. Почему? Потому что он приятно к телу. Вот. Можно летом допускается, что у вас будет более холодное термобелье, оно может быть из обычной синтетики. Вот. Зимой более важно, чтобы оно еще и было теплым. То есть зимой ты идешь в мериносе зимой. Да. В чем я сплю? Когда я прихожу, первым делом надо утеплиться, и когда есть возможность, надо переодеться. Вот. Для спальня есть вот такой вот комплект. Естественно, это вот подштанники такие вот, и верх. Подштанники могут быть просто флисовые. Я вот в Непале за $4 купил и использую флисовые подштанники. Дело в том, что, опять же, тут все дело в отводе влаги. Если у вас система спальная хорошо работает, тогда все окей. Если же вам наоборот, там жарко, тогда это еще хуже, чем вы замерзли. Почему? Потому что когда вы замерзли, вы можете пододеться, а когда вы вспотели, вам надо сначала высохнуть. А зимой это сложно. Хорошо, что, подытожим. Берем 2 комплекта термобелья. Один активный, один пассивный. Активный используем на переходах, пассивный в лагере, когда пришли или когда спим. По футболкам, сколько мы штук их берем? По футболкам. Термо или обычную? Можно брать обычную, можно термофутболку, где они используются. Обычно вы вот в этом ходите, а в этом спите. То есть у вас 2 комплекта, которые вы постоянно используете в походе. Все зависит от продолжительности похода. Как правило, этого хватает. Когда вы выходите в населенку, когда вам нужно переодеться в что-то чистое, тогда вот приходит на помощь футболки. Футболки, соответственно, должны быть довольно легкие, вот, и футболки желательно использовать. То есть зимой в горах футболки мы фактически не используем, да? Надо длинные. Не как летом. Да. Можно использовать футболки с коротким рукавом, можно с длинным, не суть важно. Дело в том, что оно идет... Сколько ты футболок рекомендуешь брать на зимний поход? 2 футболки вполне достаточно. То есть 2 комплекта термобелья, 2 футболки с нижним слоем, на этом закончили. Да. Футболки все равно у вас ездят где-то в гермомешке, они защищены от влаги очень хорошо, что для того, чтобы в случае чего мы могли их одеть, но в целом они используются уже после маршрута. Понятно, спасибо. Термобелье. Сейчас мы видим, как одет рядовой турист вот, в походе. То есть это нижний слой. Термобелье вверх, термобелье низ. Вот. Но обычно зимой так не ходится. Летом можно, осенью, весной можно, смотря где. Но зимой надо что-то одеть сверху, потому что будет холодно, естественно. Хочу вам сказать еще о том, что в походе стоит придерживаться принципа многослойности или просто по-простому принцип капусты. Дело в том, что все должно одеваться довольно быстро и сниматься точно так же. Если вам жарко, сняли. Если вам холодно, быстренько одели. Причем одевается в разных комбинациях, в разных композициях, о чем мы сейчас вам и расскажем. Я знаю, что есть 3 слоя. Первый слой это термобелье, его мы обсудили. Дальше идет флис, так? Да, термобелье используется зимой отдельно довольно редко, потому что не всегда так жарко. Вот, оно может использоваться на подъемах. Если вам чуть холоднее, есть выход. Можно одеть вот такую штуку, называется анорак. Вот. В чем суть? Зимой вся одежда должна дышать. Для чего? Чтобы влага не накапливалась в слоях одежды, чтобы потом она не замерзала, чтобы вам потом не было холодно. Вот. В чем прикол этого анорака? Когда вам уже холодно в термобелье, но еще жарко в флиске, вы можете одеть вот такую штучку, это называется анорак. Она довольно плотная, не продувается ветром, но в то же время она дышит и удерживает слой теплого воздуха возле вашего тела, возле термобелья. В чем прикол этой штуки? Вот. Во-первых, она с капюшоном. То есть, если вам уже начало поддувать, вы сверху на бах накинули капюшончик. Вот. Во-вторых, она с вот таким вот мега удобным карманом. Обычно в начале похода у вас какая-то зажигалка, может какие-то салфетки, вот, фонарик. К концу похода у вас мега
кенгуру получается. Очень большой и удобный карман. Чем хорошо этот карман? Обычно на курточках карманы идут по бокам, внизу, в районе пояса. В районе пояса вы застегиваете рюкзак, вот, и вам встает неудобно доставать что-то из этих карманов. Вообще почти нереально что-то Здесь достать. здесь же вы просто открыли молнию и все, достали все, что вам надо. У вас все всегда под рукой. Вот. Ну вот я, кстати, анорак никогда не использовал. А я вот очень часто Почему-то использую. обхожусь без него. Это пришло из таких сложных летних походов, в которых он практически всегда на тебе. Это основная ходовая одежда. Также его можно использовать и зимой. Сверху вот первый вариант – это анорак. Когда стало немножко холодать. Иногда прям так можно идти. Соответственно, если у нас на бедрах рюкзак, вот здесь карманы сразу аннулируются. Как бы. Вот у нас есть удобный карман. Он дублируется на липучке. Вот. Сюда можем положить, что надо в первую необходимость. Вот. Почему нужна липучка? Иногда молния обледеневает, иногда молния выходит из строя. Чтобы весь поход не ходили без молнии. Давай вернемся к флису. С анораком разобрались. Что у нас по флискам? Сколько должно быть? Флисок должно быть 2 штуки. Первая флиска это довольно такая вот, не очень плотная. Вот. И вторая флиска это на утепление. Как я понимаю, в тонкой мы ходим. Да. Вот Теплую эта мы одеваем. флиска более теплая. Она катается у вас в гермопакете, в гермомешке, в рюкзаке. Вы ее одеваете, когда совсем холодно. Также можно надеть одну флиску на другую, когда совсем-совсем холодно. Вот, и вы хотите максимально утеплить. Но это уже больше на стоянках, когда мы не двигаемся, да? Потому Да. что когда мы двигаемся, мы в принципе согреваемся. И в тонкой флиске тоже должно быть окей. Я иногда зимой даже в футболке хожу. Вот, так вот, даже Чисто футболка, да, без чисто ничего. футболками Ну такой. ты жесткий просто. Тонкая флиска на переходы, теплая для лагерей. Да, да, да. Флиску, естественно, берите такую, чтобы можно было до низу расстегнуть ее и доверху застегнуть. Потому что иногда бывает флиска расстегивается только на какую-то часть, это неудобно. И через голову одевать, и жарко может быть. Дальше что у нас лежит? Дальше, когда очень так хорошо задуло, вы находитесь на открытом хребте, и вам флиска уже не помогает. И, естественно, анорак тоже Третий не слой помогает. приходит в роль, да? Есть третий слой. Это хорошая курточка. Она должна быть непродуваема, она должна быть удобная. Все замки должны хорошо работать. И за 500 баксов. Да, и она обязательно должна хорошо дышать при этом всем. Вот, поэтому надо выбирать, если мембрану, то очень хорошую. Вот. Потому что если она не будет дышать, то на внутреннем слое будет образовываться конденсат. Конденсат будет здесь в виде льда. Если погода довольно морозная и вы сразу же его просто стрясете вниз, это хорошо. Если же он на вас растает и намочит вашу флиску, будет не очень. Ну, кстати, по моему опыту, я всегда использую самые топовые мембраны. Стоят они очень дорого, но все равно, когда идет продолжительный дождь, например, или когда ты сильно потеешь, все равно с середины она остается влажная и типа 100% вывода влаги все равно не происходит. Да, дело Поэтому... в том, что в Карпатах иногда зимой в декабре идет дождь. То есть это такой момент, вот тут уже хорошо подумаешь, нужно ли вам что-то такое промокаемое или непромокаемое, но в то же время дышащее. Поэтому я вам советую не экономить, либо одевайте что-то легкое, но потом надо его как-то сушить. Вот я пока обходился термобельем, флисами и мембраной, курточкой без анорака. Но может в будущем буду использовать и анорак, да, может разрекламировали. Тем более в таких патриотичных цветах очень тоже можно использовать. Обратите внимание на капюшон и обратите внимание, что на этой курточке, которая у нас идет как штормовая, застегивается практически под нос. То есть, одев маску, мы можем полностью себя обезопасить от действия внешних факторов. Мы вам сказали про то, как вы будете одеваться выше пояса, но естественно, что в одном термобелье вы не пойдете. Вот. И я имею в виду термобелье снизу. Для этого вам нужны еще штаны. Штаны тоже должны иметь несколько характеристик, из-за которых вам будет некомфортно. Во-первых, штаны тоже должны либо хорошо дышать, и в то же время они не должны продуваться. Если штаны будут продуваться, вы... Мембранные, как идеале, курточка, да? В идеале, да, мембранные штаны с хорошо работающей мембраной. Еще очень важный момент, очень клево, если у них будет по боку идти молния. Тогда в любом случае вы очень быстро
сможете прийти к тому комфорту, который вам нужен. Вот, просто расстегнув при этом молнию. Вот. Это мембранные штаны, здесь хорошая мембрана стоит, они дышат. Плюс еще молния, соответственно, вы расстегнули молнию, и вам уже Ну не то так есть жарко. мне стало жарко, я расстегнул молнию. Задуло, стало холодно, я молнию застегнул, и снова мне жарко. Ну или там плюс-минус. И так каждых 5 минут можно себе регулировать, чтобы было комфортно. Это ходовые штаны, их еще там иногда называют штормовые штаны. Вот, почему? Потому что они не продуваются. Вот. В то же время в них Хорошо. довольно комфортно идти. Еще хорошим бонусом будет то, что если штаны у вас будут так называемые самосбросы. Что это значит? Что у них по боку штанины идет молния. Вот. Эта молния расстегивается по всей длине, и при этом вы можете штаны снять, не снимая при этом ботинок, на которые зачастую одеты кошки. Одеваем штаны. Смотрите, есть такая штука, штаны-самосбросы. Можно одевать, не снимая ботинок. Как мы это делаем? Мне кажется, все штаны в зимних походах должны Да, быть именно очень удобно. самосбросом. Летом не критично, а вот зимой это очень клево. Раз. И вот здесь вот два. Немножко дольше, чем одевать обычные штаны, но если еще учесть, что надо снимать ботинки, то это быстрее по факту и комфортнее. Потом, если стало немножко жарко в штанах, мы можем расстегнуть на какое-то, насколько нам комфортно. Вот. И можем так идти, сразу идет вентиляция. Здесь стоит хорошая мембрана, но тем не менее может быть жарко. Вот, чтобы не потело ничего. Другие штаны более теплые, для лагеря, да? Да, иногда на лагере, иногда они одеваются на длительных привалах, иногда они одеваются в обед. Вот, поскольку группа остановилась, кушает, на это уходит где-то от получаса, может и больше. Вот, соответственно, вы только пришли, вам надо сразу утеплиться. Вот, вы можете быстро снять эти штаны, так как я только что Или сказал. надеть прямо наверх их можно, Можно нет? надеть прямо наверх, но это будет не так удобно, соответственно, вы двигаться не сможете. Если вам надо работать, махать лопатой при постановке лагеря, но вам холодно в этих штанах, оденьте вот эти штаны, и вы будете себя довольно комфортно чувствовать. Я очень часто сразу, как только прихожу на бивак, когда мы ставим лагерь, сразу переодеваюсь вот эти штаны. Соответственно, раз, две молнии расстегнул на этих штанах, две молнии застегнул на этих штанах, все, круто. Быстро, удобно, разбываться не надо. Да-да. Даже не снимая кошек, там, не снимая снегоступов, абсолютно. Что мы делаем на биваке, как утепляемся? То есть, когда мы пришли, ставим лагерь, у нас значительно меньше физическая активность. Соответственно, нам надо утеплиться. Вот, мы сняли рюкзак, рюкзак, как правило, греет. Вот, но когда он снят, когда стоит уже палатка, либо она ставится, нам надо одеть что-то потеплее. Причем это надо сделать сразу, ты же мокрый после рюкзака, скорее всего. Да, обычно, ну как, это не совсем правильно, если ты мокрый, значит где-то ты все-таки что-то сделал не так. Перегрелся? Да. Вот. Ну, когда идет группа, не всегда все подстраиваются один по другому, и не всегда так можно, потому что бывают разные погодные условия и разный график, темп движения группы. Вот. Поэтому, да, надо сразу утеплиться, чтобы, если что, высохнуть от своего тепла. Для этого есть пуховка. Вот. В пуховке есть ряд качеств, которые вы не получите, если будете одевать только флис, если брать с собой будете только флис или только курточку. Почему? Во-первых, пуховка это штука очень легкая, если у вас хороший пух, то она будет весить очень мало, тем не менее теплоизолирующие качества у нее будут на высоте. Вот. Потом, да, пуховка очень клево сжимается вот в такой маленький пакетик. Вот. И у пуховки есть неоспоримый плюс в том, что она тоже не продувается, если, естественно, у нее теплые швы, если они не прострочены насквозь, что бывает в дешевых пуховках. Вот. Есть классный капюшон, обязательно в пуховке должен быть капюшон, который полностью закрывает. Есть замок доходит практически полностью, чуть ли не до носа, и вашу пятую точку пуховка должна закрывать, чтобы не поддувало снизу. Также на пуховке должны быть хорошие молнии, вот, чтобы они работали в мороз. Ну, в принципе, все требования. Я бы еще сказал, что не только мы просто одеваем пуховку, когда приходим, а сначала, несмотря на то, что холодно, нужно снять мокрое термобелье ходовое, одеть сухое,
а потом надеть пуховку в идеале. Я так не делаю. Почему? Пока ты в минус 20 будешь снимать мокрое термобелье на ветру, можно простыть. Околеешь, скажем так, не то, что простынешь. Может и так, да. Ну, когда палаточка поставила, уже пошел переодеваться. Да, надо переодеваться когда? Когда вы покушали. Тогда максимально вам тепло, пошло тепло в организм, и тогда... То есть пришли в лагерь, как были, одели на себя пуховку, да. Немножко там что-то поставили палатки, может покушали, и потом уже все переодели. Но в принципе к тому моменту уже все сухое будет на вас, мне кажется. Ты не немножко работаешь, а зимой ты делаешь место под палатку. Ты выкапываешь место, ты строишь снежную стену, поэтому ты согреешься, ты высохнешь, если ты будешь активно работать. И поэтому надо работать активно всем. На биваке это будет только плюс. Тебе не сочковать. Да, это точно. Какой идеальный вариант, если надо несколько часов находиться на улице с минимальной физической активностью? Не замерзнете. Капюшон надевается, да, и полностью вот все. Человек защищен. Естественно, голову мы защитили, корпус мы защитили, ноги у нас в комфорте. Что дальше? Дальше идут руки. Это очень важно, отнеситесь к этому с ответственностью. Очень часто люди пренебрегают перчатками, а зря. Первое, что у вас начинает мерзнуть, это, естественно, пальцы. Пальцы на руках и пальцы на ногах. О пальцах на руках. Я даже скажу почему. Потому что организм старается нагреть более важные части тела. И пальцы мерзнут. И у меня на Эвересте были обморожения до волдырей. Думаю, даже в зимних Карпатах обморожение легко можно получить. Запросто. Даже при нулевой температуре и большой влажности. Да, поэтому отнеситесь ответственно к выбору перчаток. Я всегда с собой беру 4 пары перчаток. И они работают в различных комбинациях. Это очень удобно, рекомендую вам. Как это работает? Первый вариант. Первый вариант – это обычные флисовые рукавицы. Флисовые рукавицы очень удобно иметь с таким вот разрезом. Захотели где-то глаз поправили, шапку поправили, еще что-то сделали. И одели. Вот здесь есть затяжка. Это тоже очень важно. Хорошо, что если она еще чуть-чуть длиннее, тогда их можно надеть на руку. Вот. Очень важно, чтобы она затягивала, чтобы у вас здесь не было голое тело. Вот. То есть, когда не очень сильно дует, но тем не менее рукам уже довольно холодно, можно одеть флисовые перчатки. Вот. Второй вариант – это верхонки, так называемые. Они выполнены из более тонкой ткани, она не продувается и к ней не липнет снег, что важно. К флису снег довольно сильно налипает. Если вы упадете руками в снег, они могут промокнуть. То есть я одеваю сначала, допустим, вот эти перчатки, а наверх уже верхонка. Разные комбинации, сейчас расскажу. Вот. То есть если мне просто надо пододеться, перейти из голых рук на перчатки, я одеваю вот это вот. Если чуть холоднее, я одеваю вот это вот. Если начинает задувать хорошо, либо мне надо работать со снегом, мы делаем вот так. Тут еще удобно, можно прищелкнуть перчатку к курточке, да, и она не будет спадать. Обязательно. Не то чтобы удобно, вот эта штука должна быть обязательной. Вот это очень важная деталь. Дело в том, нет, не так. Сначала. Так, да. Дело в том, что когда вы на ветру снимаете перчатку, она стремится куда-то улететь. Причем она стремится улететь довольно сильно. Если вы потеряете перчатку, вам придется прибегнуть к запасным перчаткам. Но если запасные перчатки вам жалко и жалко вот эту рукавицу, то выбирайте просто такой вот маленькой веревочкой, она вам очень поможет. Большие. Соответственно, если мы эти можем использовать по отдельности, этим тоже можем использовать по отдельности и в паре. Вот эти рукавицы я часто использую в паре с флисовыми рукавицами. Ну эти с виду как 8000-е. Это пурговки так называемые, они выполнены либо из пуха, либо из синтепона. Очень теплая штука. Иногда приходится их одевать. Когда без леса и хребет, очень сильный ветер, пурга метет, и в то же время вам надо работать. К ним не должен налипать снег, это важно. Вот. Дело в том, что очень часто вы будете работать с ними в снегу. Или вечером, когда пришли, похолодало, вечером такие перчаточки пододеть. Есть вариант еще, отлично. Когда вам надо быстро согреться, вы раз одели эти перчатки, то есть одели вот эти перчатки и вот эти перчатки. Вот.
Соответственно, можно одеть все 3 перчатки. Эти, потом вот эти вот, а потом еще и вот эти. Про тонкие ты ничего не сказал. Про тонкие. Ты их не перчатки. используешь? Они идут как запасные. Либо это перчатки для работы с веревкой. Подойдут вам как обычные горнолыжные перчатки, так и вот такие вот перчатки. Если вы все-таки пошли в поход более сложно, там нужна веревка. Обычные горнолыжные перчатки у вас быстро протрутся вот в этом месте. Вот. Одев вот эти перчатки, будет все хорошо. Но эти перчатки довольно холодные. Горнолыжные будут потеплее. Вот. Если у вас нет возможности купить такие перчатки, хотя я очень рекомендую такой набор, вот, вы можете обойтись 2 горнолыжными перчатками. Но в чем дело? Это очень важно. Когда вы одеваете рукавицу, а не перчатку, у вас все 4 пальца находятся вместе. Только один большой палец отдельно. Вот. И то можно сделать вот так. Ну так намного теплее. Да, так гораздо теплее. Если вы одеваете перчатку, то вы должны руками работать. Для этого они и есть. Знаешь, как я делаю в перчатках? Я одеваю перчатку, когда хожу в перчатке. Когда начинают мерзнуть руки, я просто ее немножко вперед, и приходится сжимать ее в кулак, и тогда пальцы вот свободно болтаются. Но это, конечно, не очень комфортно, потому что работать такой рукой ты уже не можешь. Да, не жумарить, ничего, да. уходит. Но можно немножко согреться. Еще один важный элемент снаряжения – это очки. Очки тоже бывают разные, вот, 2 типов. Вот, это типичные альпинистские горные очки. Вот, их особенность – они защищены от попадания световых лучей по бокам, снизу, сверху. Это очень важно, потому что снег зимой очень сильно отбивает ультрафиолет, вот, и вы можете просто сжечь себе глаза. Вот. Дело в том, что когда у вас глаз затемнен, зрачок расширяется. Если туда попадает ультрафиолет, то вы получаете ожог. Вот. И тогда уже лучше вообще без очков. Вставлю свою историю, как я получил ожог на Эвересте. Когда мы поднялись на вершину, минут 10 была хорошая погода, потом она резко испортилась. Подул очень сильный ветер, и я шел сначала вот в такой маске. Но у меня был баф надет, и маска запотевала как-то, плюс где-то была щель, и начал лед набиваться в середину, я просто ничего не мог видеть. Я надел маску на лоб, вот как она сейчас стоит, и в этот момент просто ее снесло ветром, и она улетела. У меня остались одни вот такие очки. Но типа фишка очков тоже в том, что они не очень плотно закрывают, и тоже есть щели. Если дует сильный ветер и снег, тоже намерзает с середины на стекло. И в результате они тоже замерзли буквально за минуту или за полминуты. Я ничего не мог видеть, и мне пришлось их снять. И на высоте 8700 примерно я спускался без очков, без маски. Хорошо, что была не солнечная погода, но даже в несолнечную погоду сильно много света, ожог сетчатки гарантирован. И как это выражается? У вас просто неимоверно болят глаза. Первый день я дошел до 4-го лагеря на 7900, дальше началась жесть. Ты можешь пройти метров 10-15, боль в глазах при этом неимоверная, будто бы ножом режет. После этого ты их закрываешь, когда уже не можешь терпеть, немножко вот массажируешь, туда уже сыпет перец. Красный перец, мне кажется. Вот что-то я думаю, что если красный перец насыпать в глаза, то будет примерно так. В общем, насыпали вам в глаза красный перец, вы что-то там помассажировали, секунд 10-15 прошло, вам немножко полегчало, вы открываете глаза, начинаете наводить резкость. Видите, вы не дальше, чем на метр, и то расплывчато. Секунд 10 ты наводишь резкость, и потом начинаешь дальше движение. Чаще всего хорошо, что когда есть веревки, ты можешь идти по веревке. Если веревки нету, то, конечно, сбиться с пути очень легко. И, крайне неприятная штука, поэтому обязательно отнеситесь очень серьезно к подбору очков и берите запасные. Я советую брать и очки, и маску. Для чего это надо? Когда жаркая погода, в маске идти некомфортно. Она может запотевать, вот, и она, конечно, дает полную защиту, вот, но в ней будет жарко. Вот. Одевайте очки. Маска у вас катается в клапане, как запасная. В чем плюс маски? Вы в ней идете как в скафандре. Если вы идете участником, вам не обязательно видеть полную картину, если плохие погодные условия. Вам достаточно видеть просто силуэт. То есть, если у вас маска полностью обмерзла, вы просто ее почистили и идете. Гид, который идет первый, ему сложнее. Иногда я иду без очков вообще, чтобы что-то видеть. Очки вам помогут, когда жарко, маска вам поможет, когда пурга, плохие погодные. Но маску я вот особенно люблю использовать, когда дует сильный ветер, потому что она вот плотно защищает, а очки так плотно не защищают, как маска.
Если вы оденете еще балаклаву, у вас полностью будет Да, защищен. очень комфортно будет. То есть рекомендую брать и то, и то. Эти очки, это такой промежуточный вариант. Что-то среднее. Но вот в этих очках очень важно, чтобы снизу вам не засвечивало. Если будет снизу засвечивать, вы тоже опять же сожгете себе глаза. Ну вот немножко мне чуть-чуть светит. Я перемерил в магазине множество очков, мне только одни подошли. Вот. То есть вы их не покупаете по интернету, вы приходите в магазин, меряете, и только те, которые подойдут, потому что можете сделать только хуже. Отнеситесь к этому ответственно. Друзья, мы впервые снимаем обзор снаряжения в таком формате. Мне кажется, это прикольно, потому что у Коли есть свой опыт, он более экспертный. У меня же тоже есть свой опыт, он более, скажем так, высотный по высоте, но менее применимый иногда в горах. И вы сразу можете увидеть две точки зрения, потому что у нас получается такая дискуссия, а не сухой список. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такой формат, что можно добавить, чтобы вам стало интереснее. Спасибо.